При слове «поп-арт» в голове мгновенно возникают однозначные образы. Уорхоловская банка супа «Кэмпбелл», разноцветные Элвисы и Монро, банан на обложке альбома Velvet Underground. И здесь хочется сказать: да, это так. Но поп-арт как явление на самом деле был гораздо глубже и сложнее. Такое заявление наверняка вызвало бы протест у самого Уорхола. Он обожал, когда его объявляли поверхностным, и даже гордился этим. Середина 50-х была совершенно новым временем. Суровая эпоха мировой войны подошла к концу. Всем хотелось отдыхать и развлекаться, особенно в Америке, которую война не особенно затронула. Росла массовая культура, повсюду была реклама, яркие цвета, бренды, комиксы, селебрити. Все это поп-арт взял на вооружение и объявил искусству. Строго говоря, корни поп-арта можно найти еще в 1910-х годах. Во время Первой мировой войны мир искусства начало штормить. В ответ на безумие и уродство окружающей реальности художники начали создавать беспорядочные изображения в коллажной технике и даже скульптуры из повседневных объектов. Одновременно начала разгоняться машина индустриализации. Чуть ли не впервые в своей истории человечество производило больше, чем могло немедленно потребить. Чтобы мотивировать людей покупать чаще и больше, возникли пиар и реклама. Искусство отреагировало и на эту тенденцию. В 1935 году Вальтер Беньямин опубликовал книгу «Произведение искусства» в эпоху его механической воспроизводимости. Беньямин настаивал, что копия имеет более высокую социальную значимость, чем оригинал. Ведь купить копию и наслаждаться ей может почти любой. Вторая мировая принесла на территорию Европы не только смерть и разрушение, но и миллионы американских солдат. А они привезли с собой американскую популярную культуру. Музыку, журналы, культ кинозвезд. Эти образы уже тогда произвели на европейцев неизгладимое впечатление. Когда война закончилась, Европа лежала в руинах. США беспокоило, что это делает ее уязвимой для распространения коммунизма. Поэтому в 1947 году госсекретарь США Джордж Маршалл призвал инвестировать в восстановление Европы. Европейцы получали деньги, американцы – огромный рынок для сбыта своих товаров. В первые годы действия плана Маршалла это сильно повлияло на культурный ландшафт Европы. А с ней и Великобритании, где тоже не все было гладко после войны. К слову, продуктовые карточки британцы отменили только в 1954 году. На этом фоне красочные образы с другой стороны Атлантики выглядели практически как обещание рая на земле. Первые результаты влияния американской культуры на британское искусство появились в альбомах шотландского студента Эдуарда Паолоцци. Он вырезал изображения из журналов, оставленных американскими солдатами, и клеил из них коллажи. В 1947 году на одном из его коллажей впервые появляется слово «поп». Паолоцци клеит на картонку журнальные вырезки. Вишневый пирог, бомбардировщик, логотип Кока-Колы, девушку в стиле пинап из дешевого эротического журнала и направленную на нее мужскую руку с пистолетом. Из пистолета выскакивает слово «поп» в клубах белого дыма. Коллаж называется «Я была игрушкой богача». Тогда слово «поп» не имело того же смысла, что и сейчас. Его использовали в комиксах, чтобы озвучить щелчок только что открытой бутылки. Еще так называли леденцы на палочке. Поэтому метафора дешевого и быстрого удовольствия в коллаже Паолоцци носила в том числе сексуальный оттенок. У Паолоцци были единомышленники. В начале 50-х Британия все еще пыталась восстановиться после войны и выработать какие-то новые ценности. Этим, в частности, занималось и движение Independent Group, независимая группа. Группа в 1952 году начала проводить семинары при Институте современного искусства в Лондоне. Обсуждался самый широкий круг тем – дизайн вертолетов и рекламных щитов. Комиксы, последние новинки научной фантастики и рок-н-ролла. На первую встречу независимой группы Паолоцци принес серию своих коллажей под общим названием «Чушь», в том числе и игрушку богача. Произвел он большое впечатление. Общий вывод независимой группы был таков. Попытки искусства сохранять элитарный флер смешны, когда любой дурак может купить журнал с идеальной картинкой и получить в собственность образ не менее яркий, чем любая музейная Мадонна. В 1955 году один из членов Independent Group, британский куратор Лоуренс Аллуэй, опубликовал статью под названием «Искусство и средства массовой информации». Именно там впервые был озвучен термин «популярная массовая культура». Само слово «поп-арт» прозвучало в тексте других участников Independent Group – супружеской пары Эллисон и Питера Смитсон.
В 1956 году они написали статью под названием «Но сегодня мы коллекционируем рекламу». Это такое размышление о том, насколько реклама стала увлекательнее, чем старое изящное искусство. Поп-арт авторы сравнили с картинами великих мастеров эпохи Возрождения, только неизмеримо более доступными. В 1956 году Independent Group провела выставку «Это завтрашний день». Для нее один из визионеров движения, Ричард Гамильтон, создал фотомонтажный коллаж под названием «Так что же делает сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?» Гамильтон тоже использовал вырезки из американских журналов. На коллаже изображены накачанный мужчина и полуголая женщина в окружении атрибутов американской мечты. Телевизор, пылесос, магнитофон, большая банка ветчины и герб Ford Motor Company. Коллаж считается первым полноценным произведением искусства в стиле поп. В 1957 году Гамильтон пишет Смитсонам письмо, в котором дает первое определение поп-арта. Поп-арт — это популярное, приходящее, расходное, недорогое, серийное, молодое, остроумное, сексуальное, бесполезное, гламурное и большой бизнес. Все эти черты стали идеальным описанием стиля, когда он получил развитие в США. Если ранее британский поп-арт критиковал американскую массовую культуру, то американские художники ей наоборот вдохновлялись. После Второй мировой войны в Америке наступило время экономического бума. Полки супермаркетов ломились от товаров. Рекламные билборды и глянцевые журналы объясняли людям, чего нужно хотеть. Рок-н-ролл ворвался в популярную культуру и стал саундтреком бунта. Распространение телевидения подпитывало культуру поклонения селебрити. Образы богатства, гламура и успеха теперь доставлялись прямо на диван. Все это на фоне массовых протестов против войны во Вьетнаме, холодной войны и борьбы за гражданские права. Американское искусство откровенно не успевало за этими процессами. Пока в Англии уже вовсю клеили коллажи, в нью-йоркских галереях еще висели старомодные работы в стиле абстрактного экспрессионизма. Новые художники считали, что все это слишком оторвано от реальности. Искусство должно было стать более демократичным. Так считал и Роберт Раушенберг. Осенью 1952 года он познакомился с Вильямом де Кунингом, одной из ведущих фигур абстрактного экспрессионизма. Но Раушенберг не хотел учиться рисовать, как де Кунинг. Он хотел стереть один из его рисунков. И де Кунинг согласился. Он дал ему свой рисунок, сделанный углем, масляной краской, карандашом и мелком. Раушенберг добросовестно стирал его несколько недель. Чистый лист он поместил в позолоченную раму с подписью «Стертый рисунок де Кунинга». Роберт Раушенберг. Никакой массовой художественной революции это не вызвало, но стало своеобразной точкой отсчета. Близкий друг Раушенберга, художник Джаспер Джонс, в середине 50-х начал создавать абстрактные картины с отпечатками рук, букв и цифр. Его знаковой работой стал «Флаг» 1955 года. Абстрактный экспрессионизм отсылал к неким философским концепциям, а флаг не отсылал ни к чему, кроме себя самого. Это был американский флаг и все. На первый взгляд работу можно было принять за политическое высказывание, так как флаг был нарисован на газетной бумаге. На деле эти газеты не содержали никаких политических статей, только рекламу и новости. А замысел и концепцию художник объяснил так. Ночью приснилось, что рисую флаг. Утром пошел и нарисовал. Поп-арт быстро стал символом американских 60-х, эпохи беззаботного потребления. Уже в декабре 1962 года термин «поп-арт» был официально закреплен на симпозиуме, проведенном Нью-Йоркским музеем современного искусства. Расцвет американского поп-арта связывают с несколькими громкими именами. Во-первых, это Джеймс Розенквист. В 1960 году, во время предвыборной кампании Джона Кеннеди, он создал коллаж с лицом кандидата. Рядом он поместил половину «Шевроле» и кусок черствого торта, прозрачно намекая на предвыборное обещание Кеннеди. Вторая легенда американского поп-арта – Рой Лихтенштейн. Он заработал свою известность, подражая комиксам и рекламе. В 1963 году осуждать Вьетнамскую войну было уже модно. Лихтенштейн создал композицию под названием «Wham!», что точнее всего будет перевести как «бабах». На картине американский истребитель сбивал вражеский самолет ракетой. В сюжете узнавался популярный провоенный комикс издательства DC. Но при желании можно было увидеть и антивоенное высказывание. Другая известная работа Лихтенштейна – «Тонущая девушка». На картине девушка действительно тонет. Поп-арт вообще обычно что обещает, то и делает. Зрителю героиня сообщает, что лучше утонет, чем позовет на помощь парня по имени Брэд. Реплика тоже скопирована из популярного комикса.
Но настоящим королем поп-арта стал, конечно, Энди Уорхол. Мы сделали о нем недавно выпуск, посмотрите его, если вы его еще не видели. Вместо того, чтобы создавать искусство как рекламу, он начал создавать рекламу как искусство. Он начинал как иллюстратор и графический дизайнер модных журналов. И уже тогда был очарован Голливудом и славой. О том, как он начал свою карьеру художника, существует много легенд. По одной из них он спросил у своей приятельницы, что ему рисовать. И та сказала: «Рисуй то, что ты любишь». И он начал рисовать деньги, точные копии долларовых купюр. Уорхол считал, что поп-художники должны создавать образы, которые любой идущий по Бродвею мог узнать за долю секунды. Комиксы, столы для пикника, мужские брюки, знаменитости, занавески для душа, холодильники, бутылки из-под Кока-Колы. Все великие современные вещи, которые абстрактные экспрессионисты так старались вообще не замечать. Уорхол применял техники из мира коммерческой графики. Резиновые штампы, трафареты. Успех пришел далеко не сразу. В конце 1961 года Класс Олденбург, еще один пионер поп-арта, создал инсталляцию «Магазин». Продавал копии повседневных товаров из папье-маше. Уорхол увидел это и был так подавлен, что пропустил вечеринку у друга. В следующие несколько недель он жаловался, что у него нет прорывных идей. По одной из версий, его знакомый, декоратор и галерист Мюрриэль Латоу за $50 посоветовал ему нарисовать банку супа, который Уорхол ел каждый день. Меньше чем через год на своей первой персональной выставке Уорхол представил публике 32 картины, изображавшие банки супов Кэмпбелл, по одному полотну на каждый вкус популярного полуфабриката. Холсты были расставлены на полках, как товары в магазине. Работа была ручная, но старательно изображала единообразные рекламные плакаты. На очереди была вторая уорхоловская сенсация – портреты Мэрилин Монро. Летом 1962 года Уорхол только начал использовать технику шелкографии. Это способ, при котором чернила наносятся на бумагу или холст с помощью сетчатого экрана и трафарета. Такая техника давала эффект конвейера. Это была еще одна издевка над предыдущим поколением художников, считавших, что каждое произведение искусства должно быть оригинальным и уникальным. Когда в августе 1962 года умерла Мэрилин Монро, Уорхол сразу создал шелкографию «Диптих Мэрилин». Он состоял из 50 изображений актрисы. Все они были взяты из фильма «Ниагара» 1953 года. Половина диптиха была яркой и цветной, другая половина раскрашена в черный и белый. Метафора очевидна. С одной стороны жизнь, с другой – смерть. Следующей революцией Уорхола стала не картина, а его мастерская. Он назвал это пространство не студией, а фабрикой, местом, где производится массовый продукт. Довольно быстро фабрика стала ключевой точкой сбора нью-йоркской богемной тусовки. Уорхол начал рисовать портреты знаменитостей, воспроизводя изображения из рекламных кадров, газет и журналов. К 70-м они давали ему большую часть его дохода. А быть изображенной Уорхолом мечтала каждая светская львица. Уорхол был живым символом поп-арта. Больше не имело никакого значения, что именно ты делаешь и насколько ты талантлив. Главный вопрос был, насколько ты популярен и сколько ты можешь на этом заработать. В 1969 году Уорхол основал собственный журнал под названием «Интервью». Он продавал не только чужие образы, но и свой собственный, и превратил самого себя в глобальный бренд. Постепенно лихорадка поп-арта охватила весь мир. Американские товары, американские идеи, американский образ жизни покоряли мир, и поп-арт был их знаменем. В 70-е поп-арт немного сдал позиции под напором моды на инсталляции и перформансы. Но в конце 80-х пережил второе рождение благодаря таким художникам, как Джефф Кунс, Такаси Мураками и Дэмиен Хёрст. Можно сказать, что все, что мы привыкли считать современным искусством, выросло из принципов, заложенных поп-артом в 60-е годы. Поп-арт соединил коммерческое и изящное искусство. Он стер границы между высоким искусством и низкой культурой. И доказал, что с правильной рекламой искусством может стать все что угодно, даже банан.